Добрый день! В сегодняшнем видео поместье графов Тышкевичей Ужутракис. С архитектурно-культурным наследием графов мы уже в свое время знакомились, посещая замок Лентварис и замок Астровас. Разумеется, Ужутракис не станет последним объектом в этой серии, поскольку количество и размах строительства Тышкевичей впечатляет. Во всех этих многочисленных поместьях создавались разные истории семьи Тышкевичей, поэтому повторяться мне не придется. Ссылки на оба предыдущих видео я оставлю в описании. Лишь кратко напомню, что имение Лентварис было приобретено в 1850 году Юзефом Тышкевичем, а в 92-м имение перешло к сыну Тышкевича Владиславу. То, что касается поместья Астровас в Биржай, то его в 1811 году приобрел граф Михаил Тышкевич, а в 1944 году поместье было признано собственностью Яна Тышкевича. Усадьба Ужутракис располагается на восточном берегу озера Гальве, напротив знаменитого Тракайского замка. Надеюсь, в этом месте я не ошибся с ударениями, поскольку город в той же Вики все-таки называют Тракой. Сам дворец нередко именуют Белым лебедем озера. В письменных источниках полуостров Ужутракис упоминается уже с XIV века, когда здесь в большом количестве проживали местные татары, караимы. Об этой этноконфессиональной группе вы можете узнать подробно из интересной экспозиции, представленной во все том же Тракайском замке. В разное время земли полуострова принадлежали различным владельцам. Ну и, конечно, история процветания поместья Ужутракис связана именно с Тышкевичами. Естественный вопрос о происхождении несметных богатств рода Тышкевичей. На мой взгляд, никаких особых тайн здесь нет. Достаточно вспомнить, что Тышкевичи – это дворянский род Великого княжества Литовского, принявший фамилию от имени своего родоначальника Тышки Тимофея, сына боярина Киевского Каленика Мышкевича, жившего в первой половине XV века и, по всей видимости, породнившегося с Маневидовичами. Это еще один знатный род своего времени. Во владения Тышкевичей входили не только Биржай или Паланга, но также Бердичев и Логойск, да и многие другие места. Но вернемся в Ужутракис. Во второй половине XIX века эти земли приобрел граф Юзеф Тышкевич-старший. После смерти Тышкевича-старшего в 1891 году имение Ужутракис унаследовал его сын, тоже Юзеф, который создал здесь семейную резиденцию. Он и начал строительство усадебного дома в стиле неоклассицизм в 1896 году, которое продолжалось до 1902 года. Тышкевич-младший был пятым сыном в семье графа Юзефа Тышкевича-старшего и Софии Горвард. Родился в 1868 году в уже хорошо нам известном Лентварисе. Получил начальное образование дома у гувернеров, позднее поступил в пажеский корпус, привилегированную военную школу в Санкт-Петербурге. Окончил ее в чине лейтенанта кавалерии, служил камергером у царицы Марии Федоровны. В 1897 году в Варшаве женился на княжне Едвиге Святополк-Четвертинской. Также очень известный и влиятельный литовский, польский и русский княжеский род, традиционно возводивший свое происхождение к Турово-Пинской ветви Рюриковичей. Также в генеалогической литературе высказывалось мнение, что четвертинские Гедеминовичи – потомки Любарта, младшего сына Гедемина. Впервые род упоминается в документах от 1388 года. Автором построек дворца стал польский архитектор Юзеф Гус. Также он был реставратором памятников и одним из ведущих представителей польского эклектизма. Поскольку молодой граф был галоманом, то есть страстным почитателем всего французского, то он построил дом с внутренними интерьерами в стиле раннего французского классицизма Людовика XVI. Откровенно говоря, переступая порог дворца, я испытывал некоторый скепсис, уж очень часто реставраторы подводили. И если экстерьер воссоздают достаточно успешно, то с интерьером какая-то беда. Поэтому особых ожиданий не было,
но я быстро убедился, что интерьеристы, реставраторы и все причастные к этому делу люди отработали на 5 с плюсом. Много внимания уделено мелочам. Есть ощущение аутентичности, и кажется, что Тышкевичи только на время вышли из здания. Особенностью дворца является нарядный задний фасад, более впечатляющий, чем передний. Тышкевичи придумали это не случайно. Семья графа приплывала в поместье по перешейкам между озерами Гальве и Скайстес, семью приправляли на пароме. Не путешествовали по суше и знатные гости Тышкевичей, прибывавшие на частые приемы, родственные встречи и дружеские пиры. Во время празднеств здесь звучала музыка, столы ломились от изготовленных в поместье французских сыров, напитков с местного винокуренного завода, а посреди стола частенько красовался выращенный в поместье жареный фазан. Персонал, обслуживающий дворец и земельные владения поместья Ужу-Тракис, редко перемещался по водному пути. Для хозяйственных нужд была предназначена другая дорога, именуемая Картофельной. В те времена она шла через поля до хозяйственных построек поместья Ужу-Тракис, а сегодня большей частью извивается по берегу озера Гальве. Не могу точно сказать, завершились ли работы по оборудованию пристани на данный момент. Но когда в свое время я посещал Тракайский замок, на озере было большое количество различных плавсредств. Возвращаясь к рассказу о Юзефе Тышкевиче-младшем, стоит упомянуть, что он активно участвовал в деятельности Вильнюсского общества друзей науки, созданного его братом Владиславом в 1907 году. Также он финансировал начавшуюся в начале XX века реставрацию Тракайского замка. Как вспоминала племянница графа София Потоцкая, дядя был умный, рассудительный, занимался благотворительностью, умел уважать деньги и не любил публичности. При приближении немецкой армии в 1915 году Юзеф Тышкевич с семьей покинул Ужу-Тракис и эвакуировался в Санкт-Петербург. По утверждению Софии Потоцкой, дядя умер в Санкт-Петербурге в 1917 году. Иные же источники утверждают, что в Хельсинки Ужу-Тракис посещали именитые гости, в том числе императрица Мария Федоровна. Вот как описывала прием в Ужу-Тракисе писательница Янина Желтовска. В июне 1909 года у графа Юзефа был дан званый обед на 30 особ, во время которого дамы были в элегантных длинных платьях, а господа во фраках, цилиндрах и белых перчатках. Кроме Тышкевичей участвовали Ленские, Рачинские и Плятеры. Обед был дан в честь князя Святополк Мирского, бывшего кавновского губернатора, который уже не был министром, но опять мог им стать, и считался влиятельной особой в Петербурге. Широкий стол, красота, элегантное одеяние дам, в особенности Розы Тышкевич, жены Бенедикта Тышкевича из Раудендвариса. Убранство стен придавало этому обеду нотку особенной декоративности, иногда создавая сценические эффекты, вытекающие из укоренившейся за многие столетия в нас любви ко всему французскому. Вот еще одна цитата все той же писательницы, которая в молодости посетила усадьбу Тышкевичей со своей семьей. После посещения графа Юзефа Тышкевича она призналась, что близлежащий дворец и парк Лентвариса, принадлежащий его брату Владиславу, не соответствуют красоте Ужу-Тракиса. Окна нескольких салонов выходят на озеро. Стены белые, украшены шикарной лепниной, камином и лампами. Позолоченная мебель освещена светом. Пространство и свет для меня слились, а закат заволокло за лесистыми холмами. Конец цитаты. После смерти супруга в 1917 году княжна Святополк Четвертинская перебралась в Швецию. В Ужу-Тракис она вернулась только в 1921 году. Поместье перешло к сыну Юзефа, Анджею Тышкевичу. Анджей был владельцем Ужу-Тракиса до начала Второй мировой войны. С началом войны семья удалилась в поместье Кретинга к брату Юзефа Александру. В 1940 году княгиня умерла и была похоронена в часовне Тышкевичей на Кретинском кладбище. Анджей Тышкевич в 1939 году бежал в Лондон,
где женился на Камиле Ибрагим Ахметович. Умер в 1973 году, не оставив детей. Комплекс поместья Тышкевичей в Ужу-Тракисе опирался на крепкое хозяйство, которое по праву наследования переходило к старшему сыну без права дробления владений. Площадь только обрабатываемой земли достигала 800 гектаров. Часть этой земли была отведена под сады и парк в смешанном стиле. Хозяйственную часть в поместье Ужу-Тракис составляли около 20 каменных и деревянных строений, конюшня, амбар для зерна, кузница, хлев для скота и так далее. До сих пор сохранилось 10 построек. Наверное, самым важным строением в то время был винокуренный завод, так как спирт являлся одним из основных источников доходов поместья. Документы свидетельствуют, что поместье Ужу-Тракис обслуживало около 60 слуг и работников. Упоминается, что они шли по сухопутной дороге, чтобы добраться до своего рабочего места. Можно предположить, что название дороги произошло благодаря тому, что по ней на винокуренный завод доставляли картофель. Рассказывают, что путь до ближайших городов был долгим и достаточно дорогостоящим. Частое использование картофельной дороги не было ни удобным, ни доступным, так что семьям персонала Ужу-Тракиса приходилось обеспечивать себя самостоятельно. Женщины сами делали квас, пекли хлеб, шили и вязали, делали из жира мыло и так далее. В поместье не было лекаря. Врача вызывали только в исключительных случаях и после получения разрешения графа. Тем не менее, графиня Едвига основала небольшую школу для детей-слуг. В свободное время она сама учила детей читать и писать, кроме того, рассказывала им про историю края. Особое внимание владельцы поместья уделили парку. Проект садов и парка разработал известный ботаник и ландшафтный архитектор Эдуард Франсуа Андре. Он также создал множество других парков в Австрии, Нидерландах, Дании, Швейцарии. В Ужу-Тракисе с одной стороны дворца парк французский, то есть с геометрически правильной планировкой, а с другой английский, то есть тот, что ближе к природе. Во времена Тышкевичей территорию усадьбы украшало немало скульптур, в том числе копии произведений известного французского скульптора XVIII века Антуана Куази-Вокса. Чаще всего они изображали античных богинь и богов. Особенно ценны скульптуры Флоры, Дианы и Ариадны. Прототипом античной богини Дианы стала мать короля Франции Людовика XV Мария Аделаида Савойская. Ну и, конечно, скульптуру Бахуса и различные бюсты вы здесь также увидите. Напротив дворца были спроектированы французские портеры правильной формы с аллеями из постриженных лип, орнаментальными клумбами и мраморными вазами. Как ни странно, но основное разрушение Ужу-Тракиса началось в послевоенные годы. Дворец не отдали под музей, и здесь разместились органы власти. Поместье использовалось как санаторий высокопоставленных офицеров КГБ, позже как пионерский лагерь и дом отдыха, а также как государственная туристическая база. В этот период особняк был значительно поврежден. Первоначальный план дворца был разрушен, парк сильно деформирован, а позже заброшен. Здания были видоизменены и несовместимы с архитектурой поместья. После Второй мировой войны скульптуры были разбиты и заменены другими. В восточном крыле была установлена скульптура Сталина, а в южной части – скульптура Ленина. Говорят, что памятники советских правителей находились на постаментах, оставшихся от разбитых скульптур богинь. По-настоящему реставрировать здание начали с 2008 года, после того, как поместье перешло в ведение Тракайского исторического национального парка. Но с 2013 года усадьба открыта для посетителей. Заканчивая видео, как и в случае с Лентварисом, пробежимся немного по прессе, так сказать. Материал не новый, но хорошо отражает тенденцию нашего времени и актуален и по сей день. Например, вот что писали на Делфи в 2008 году. Статья называлась «Ю Тышкевичу нужна усадьба, а не миллионы». Наследник графа Тышкевича не отказывается от идеи вернуть здание усадьбы Ужу-Тракис, которое сейчас принадлежит государству.
Юзеф Ташкевич просит суд упразднить решение Министерства культуры не возвращать ему здание усадьбы Ужу-Тракис и выплатить компенсацию в объеме 2 миллионов литов. Тышкевич претендует на дом своего отца, Здислава Тышкевича. По его словам, в решении о выплате компенсации его воля не была учтена. Усадьбу Ужу-Тракис построил дед Ю Тышкевича. Ну а через год, в 2009 году, на портале Неделя ЛТ вышла вот такая статья. Статья называлась «Покушение на национальный парк». Материал очень объемный, поэтому в двух словах об основном. За 20 лет независимости появилось немало желающих оттяпать от уникальных природных уголков лакомый кусочек в личную собственность, чтобы обнести его забором и сохранить для потомков, правда исключительно своих. Усадьба Ужу-Тракис действительно объект номер один в Литве, и он принадлежит народу, всем нам, считает директор Тракайского национального парка Гинтерас Абаравичус. Самое удивительное, что поместье, пережившее смену веков властей и государств, которые не разбомбили и не сожгли во время нескольких войн, не растащили по кирпичику во времена разрухи, едва не растащили по кусочку современные прихватизаторы, которые хотели поделить между собой все, что еще осталось в общественной собственности. Дальнейший текст о том, как дирекция держит оборону, похоже, что успешно, потому что, насколько я понимаю, в 2024 году поместье все еще принадлежит государству. В общем-то, ничего особенно нового. И в Латвии такие же процессы, и во всем мире. Ну что же, будем надеяться на лучшее, и что у большинства простых людей все не отберут. На сегодня это все. Не забывайте поддерживать канал своими комментариями и подпиской. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Благодарю за внимание и до новых встреч.